С днем рождения, Ким Тэхён! Сегодня мы говорим о том, как любовь 7 участников заставила Тэхёна плакать. Привет всем и добро пожаловать обратно к фанатам BTS. Это пространство не было создано для тех, кто хочет быстрых новостей или коротких роликов. Это пространство создано для тех, кто хочет чувствовать, потому что есть истории, которые невозможно рассказать за 30 секунд. Есть эмоции, которые можно понять только в том случае, если мы готовы присесть на мгновение и по-настоящему выслушать. И сегодня мы собрались вместе ради истории об одном дне рождения. Это не праздник, наполненный гламуром. Это не день рождения, полный вечеринок, а день рождения, наполненный тишиной, воспоминаниями и любовью, проверенной временем. День рождения Ким Тэхёна. День рождения – это момент паузы. Для многих это просто праздник. Но для Тэхёна день рождения – это часто момент тишины. Момент, когда он замирает, пусть даже ненадолго, отрываясь от мира, который постоянно требует большего. Мира, который всегда просит его быть более идеальным, более стойким, более улыбчивым. В свой день рождения Тэхён получает не только поздравления, он получает воспоминания. Воспоминания о том, кем он когда-то был, о мечтах, которые когда-то казались слишком несбыточными, о днях, когда ни в чем не было уверенности. И о 6 людях, которые остались рядом, даже когда мир еще не замечал его. До того, как имя Ким Тэхён стало известно всему миру, до того, как мир узнал его под псевдонимом Ви, Тэхён был юношей, который любил музыку глубоко личным образом. Он пел не для того, чтобы его услышали толпы. Он пел, потому что это помогало ему выживать. И когда он присоединился к BTS, он нашел не просто группу, он нашел дом. Дом, который не всегда был безупречным, не всегда был спокойным, но всегда был честным. И этот день рождения – напоминание о том, что этот дом все еще существует. Слова RM никогда не бывают случайными. RM никогда не говорит без смысла. Когда он посвящает именинные слова Тэхёну, это не просто формальность. Это глубокое размышление. Он видит в Тэхёне человека, который выбирает чувствительность. В мире, который часто воспринимает эмоции как слабость, его слова в тот день прозвучали как тихое признание того, что Тэхён – важнейшая часть баланса BTS. Человек, который напоминает нам, что искусству не обязательно быть громким, чтобы быть мощным. Любовь Джина обернута в смех. Джина часто видят шутящим, но самые близкие знают – юмор – это его язык любви. На день рождения Тэхёна Джин проявил себя как настоящий старший брат не длинными речами, а своим присутствием, которое заставляет все вокруг казаться безопасным. Потому что иногда то, в чем мы нуждаемся больше всего, это не пышные фразы, а кто-то, кто заставит нас хотя бы на мгновение забыть о том, насколько тяжелым кажется этот мир. Забота Шуги говорит шепотом. Шуга не обнимает словами, он обнимает своей последовательностью. Он просто рядом, всегда. И для Тэхёна такое присутствие часто значит больше, чем 1000 сладких предложений. Его поздравление могло быть коротким, но оно имело вес честности, потому что оно исходило от того, кто понимает, насколько суровой может быть эта индустрия, и точно знает, как трудно выстоять, не потеряв себя. J-Hope – свет, который удерживает всех вместе. J-Hope приносит свет не потому, что он всегда счастлив, а потому, что он выбирает быть источником силы. В день рождения Тэхёна эта энергия ощущалась как молитва. Молитва без слов, послание, которое гласило: «Тебе позволено быть уставшим. Мы здесь». И для такого человека, как Тэхён, который часто переживает эмоции глубже, чем показывает, это послание значило все. Чимин – дружба, не нуждающаяся в объяснениях. Тэхён и Чимин – 2 души, которые росли бок о бок. Им не нужны слова, они понимают друг друга в тишине. В этот день рождения то, как Чимин смотрел на Тэхёна, сказала больше, чем любые речи. Это был взгляд того, кто знает путь своего друга, кто знает его раны, кто знает, сколько сил ему стоило оставаться стойким, даже когда это не было очевидно для окружающих. Чингук, взрослеющий вместе со временем. Чингук видит в Тэхёне не только своего Хёна, но и часть своей юности. Они выросли под одним и тем же светом софитов, под одинаковым давлением, в мире, где они оба учились быть взрослыми.
И в этот день рождения присутствие Чингука стало напоминанием о том, что время не всегда разлучает людей. Иногда время делает узы еще глубже. За эти годы мы видели, как Тэхён превратился в мужчину, который находит красоту в самых незначительных вещах, в красках заката, в душе джазовой пластинки или в тихом взгляде незнакомца. Он часто говорил об одиночестве, которое приносит с собой корона славы, и все же он выбирает оставаться открытым. Он решает делить свои моменты Blue Ampersand Grey с нами не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы напомнить, быть просто человеком – это уже достаточно. Этот день рождения знаменует еще один год этого мужества оставаться мягким в мире, который может быть таким жестким. Это праздник души, который отказывается определяться цифрами или чартами, а определяется глубиной любви, которую он отдает и получает. Есть нечто священное в том, как участники оберегают внутренний свет Тэхёна. В те моменты, когда потекли слезы, никто не торопил его, чтобы он остановился. Никто не чувствовал себя неловко и не отворачивался. Они просто стояли вокруг него как щит, давая ему пространство быть уязвимым. Это и есть истинное определение семьи, способность принимать тени друг друга так же искренне, как и блеск. Для Тэхёна осознание того, что его молчание понимают эти 6 мужчин, величайший подарок, который он когда-либо мог получить. Это покой, который невозможно купить ни за какие богатства или награды. Когда слезы наконец упали, наступил момент, когда Тэхён перестал говорить. Не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что его сердце было слишком переполнено. Эти слезы не были слезами печали, это были слезы безопасности. Слезы человека, который наконец почувствовал, что ему не нужно быть сильным в одиночку. И 6 людей вокруг не пытались их остановить, потому что они понимали. Эти слезы не были слабостью, они были честностью. Почему этот момент тронул так много людей? Потому что мир устал от фальши. И в этот момент мы увидели нечто настоящее. 7 людей, которые продолжают выбирать друг друга не из-за контрактов, не из-за камер, а из-за связи. Для ARMY этот момент – напоминание о том, что BTS – это не просто музыкальная группа. Это история о том, как оставаться вместе. Это молитва, которую чувствуют, а не произносят. В завершении этой истории давайте унесем частичку этой любви с собой. Пусть путь Тэхёна напомнит вам о том, что это нормально – сделать паузу, нормально – плакать и нормально – нуждаться в других. Жизнь – это не гонка до финиша. Это коллекция моментов, разделенных с теми, кто видит ваше истинное «я». Тэхён показал нам, что даже мировой иконе нужно место, где можно приземлиться, плечо, на которое можно опереться, и сердце, которое поймет. И пока они вместе, это место всегда будет существовать. Ким Тэхён, с днем рождения! Пусть этот Новый год твоей жизни принесет тебе больше мира самим собой. Пусть тебя всегда окружают люди, которые не только празднуют твой успех, но и понимают твое молчание. И спасибо BTS за то, что продолжаете показывать миру, что истинное братство все еще существует. Если вам нравятся истории, рассказанные неспешно, с сердцем и уважением, не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить комментарий в поддержку фанатов BTS. Ведь здесь мы не просто смотрим на BTS, мы чувствуем их. До встречи в следующей истории. Оставайтесь нежными. Оставайтесь вместе. Оставайтесь BTS.